Здравствуйте, в эфире программа «Время», в студии Екатерина Андреева. Главные события дня. В практической плоскости первые результаты переговоров представителей Москвы и Киева. Что дальше? Репортаж из Стамбула. Основные задачи первого этапа спецоперации на Украине выполнены. Заявление министра обороны. И Сергей Шойгу о весеннем призыве: новобранцев меньше и ни в какие горячие точки их отправлять не будут. На линии фронта силы Донецкой Народной Республики освобождают Марьинку, пригород Донецка, где за 8 лет основательно окопались украинские националисты. Помощь тем, кто помогает. За 5 лет фонд президентских грантов поддержал 22 тысячи проектов. Итоги работы и планы развития в центре внимания Владимира Путина. Бельгия, Нидерланды, Ирландия и Чехия, новые страны Европы, объявили, что высылают российских дипломатов. Как на это отреагировали на Смоленской площади и какие напрашиваются аналогии? Чего стоят слова хозяина Белого дома? Как трактовать заявление американского президента, объясняет он сам. И стала ли после этого понятнее позиция Байдена? В одной связке. Почему сейчас вдвойне важна слаженная работа правительства и парламента? И что делает Кабинет министров, чтобы ответить на западные санкции? Перед отчетом в Госдуме встреча премьера с КПРФ и «Справедливой России» за правду. Новость, которую ждали. Первый шаг к компромиссу. Важный итог сегодняшнего дня связан с переговорами России и Украины. Впервые с начала спецоперации киевские власти пошли на выполнение российских условий. Прежде всего согласились на внеблоковый статус Украины, запрет на размещение на своей территории иностранных военных баз и проведение учений без согласования с Россией. И хотя это не окончательные итоги, можно говорить, что на переговорах в Турции произошел некий прорыв. В чем суть договоренностей, которые должны привести к миру и взаимопониманию, внимательно изучил Антон Верницкий. Финал переговоров. Владимир Мединский выходит из дверей дворца Долмабахче и ищет глазами журналистов. За 3 часа до этого он обещал подвести итоги сегодняшнего дня. Может быть, там же ездил, в одном месте сделали пресс-конференцию. Зачем задался с подкосом? Они попросили развести подкаст. Я тогда подожду их там, и потом журналисты все вместе соединятся, и я всем сразу все скажу. Но украинская делегация, почему-то разделившись на 2 части, покидает место переговоров. Одни в одну сторону, остальные, например, украинский министр обороны, в другую. В результате первым за украинцев их предложения, оформленные на переговорах, зачитал Мединский. Мы получили письменные предложения украинской делегации, как я понимаю, согласованные с руководством Украины, которые сводятся к следующему, вкратце. Украина провозглашается постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями в целях реализации внеблокового безъядерного статуса. Дальше дается перечень государств-гарантов, гарантирующих безопасность Украины. Эти гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым-Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем переговоров, дипломатических и так далее. Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход. А также не распространяется на ту часть Украины, которую она называет отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Что такое эти отдельные районы, формулирует Украина отдельно, и какова площадь этих отдельных районов, Россия формулирует так, как она это понимает. Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Российскую Федерацию. В свою очередь, по словам главы нашей делегации, Россия не возражает против украинского стремления вступить в Евросоюз. И здесь следует отметить, что Украина впервые с начала переговоров согласилась на часть условий России. Внеблоковый статус, отказ от попыток заиметь ядерное оружие. При этом украинцы на переговорах попросили, что логично, будущие договоренности должны быть оформлены на встрече глав государств. Однако для того, чтобы этот договор подготовить на взаимоприемлемых условиях, необходимо пройти еще большой путь. Те предложения, которые Украина нам направила, которые касаются нейтрального статуса, внеблокового статуса, размещения иностранных военных баз, отказ от этого, отказ от размещения иностранных войск на территории Украины, отказ от производства хранения оружия массового поражения, включая химическое и бактериологическое. Мы готовы рассмотреть, дадим наши встречные предложения, безусловно.
Они у Украины, собственно, были с самого начала, но теперь мы понимаем, как надо двигаться к компромиссу. То, что эти письменные предложения не окончательный договор, а лишь предложения украинцев, которые Россия рассмотрит, Мединский подчеркивает особо. Но называя это первым шагом к компромиссу, без изменения наших позиций в целом, признания российского суверенитета Крыма, суверенитета ДНР и ЛНР и демилитаризации Украины. О том, что на переговорах в Турции наконец-то произошел некий прорыв, говорят и в украинской делегации. Договор о гарантии безопасности – это возможный дипломатический вариант. Ключевое требование к договору – четкие гарантии безопасности Украины, которые должны быть аналогичны 5-й статье НАТО. То есть, если Украина будет объектом агрессии, мы вправе в течение 3 дней требовать консультаций. Если они ни к чему не приведут, то страны-гаранты должны помочь вооружением и даже закрыть небо. В свою очередь, после переговоров было озвучено решение Министерства обороны России. В целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания вышеуказанного договора принято решение кардинально в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Министерство обороны исходит из того, что нынешняя киевская власть отреагирует на этот российский шаг к миру и примет соответствующие решения, которые позволят продолжить переговорную работу. Это не прекращение огня, но это наше стремление постепенно прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях. Ну, тем более, что, как заявил руководство Министерства обороны, мы понимаем, что в Киеве находятся люди, которым надо принимать решения. Не хотим подвергать этот город дополнительному риску. Особое место на переговорах отводилось выполнению Украины Женевской конвенции. Россия обратилась к представителям украинской стороны строго соблюдать ее положение. И прежде всего это касается гуманного обращения к военнопленным. Мы заявили протест в отношении появившихся видеозаписей с издевательствами над пленными российскими военнослужащими. Этот протест украинской стороной принят. Они пообещали принять самые жесткие меры, если первыми их поймают, те, кто допускал эти военные преступления. Если поймают наши, то сами понимаете. Нас услышали. В общей сложности переговоры продолжались почти 5 часов. Впрочем, нельзя сказать, что все это время стороны сидели за одним переговорным столом. Почти на 40 минут Владимир Мединский и Давид Арахамия удалялись в отдельный зал, где общались тет-а-тет. Все это время десятки журналистов стояли в буквальном смысле за стенами дворца Долмабахче, где и проходила сегодняшняя встреча. Несмотря на то, что договоренность о проведении переговоров в Турции возникла еще в воскресенье, до последнего момента не было понятно, где именно они пройдут. Хотя стороны прилетели сюда еще накануне. Российская делегация первой, ну а поздно вечером украинскую привез самолет турецких ВВС. Возможно, такая аренда связана с тем, что перемещение военных бортов отследить очень сложно. И откуда именно взлетали украинцы, из Киева, Львова или, например, Варшавы, непонятно. То, что Реджеп Тайип Эрдоган приедет лично поприветствовать участников переговоров, стало ясно, как только рядом с дворцом появился колоритный турецкий спецназ, отличительная черта которого – усы. Эрдоган не только обратился к участникам переговоров, но и попросил министра иностранных дел Турции остаться во дворце для того, чтобы по возможности оказать любую помощь, если она будет необходима во время общения. Мы верим, что в справедливом мире не будет проигравших. Стороны должны остановить эту трагедию. Все заинтересованы в том, чтобы режим прекращения огня установился как можно скорее. Мы считаем, что мы вступили в период, когда от переговоров должны быть получены конкретные результаты. Мир ждет от вас хороших новостей. Мы готовы к любому вкладу, который упростит вашу работу. Исполняя поручение своего президента всячески помогать делегации, министр иностранных дел Турции Мавлют Чавушоглу тут же продемонстрировал знание русского языка. Знаю очень хорошо. Я буду стараться, как он. Мне надо тоже выучить русский. Тем временем украинские переговорщики между собой общались как раз на русском языке, который сегодня в этой стране не считается официальным. Мы не в отелях, мы здесь себе комнату сделали. Давид, посмотри, видишь, они уже планируют. Я уже знаю. Ты говори, чтобы было не Да. Или вариант, если они что-то здесь планировали на 12, можно активировать на 12. Также по-русски все приветствовали и друг друга. Добрый день. Здравствуйте.
приезда. То, что участники не пожали друг другу руки, как они это делали, например, на очных встречах в Беларуси в самом начале переговорного процесса, длящегося уже месяц, не показатель. Дело в том, что в зал для переговоров украинская делегация вошла первой и сразу же села за стол, который, в отличие от белорусского, в Турции был очень широким, и дотянуться друг до друга было очень сложно. В любом случае, пока пресса еще была в зале, переговорщики спокойно общались. Причем турецкая служба безопасности поначалу встречала делегации в масках, памятуя о пандемии ковида. Вы знаете, мы теперь вообще про ковид забыли. Излечились, так сказать. Нам маски уже не нужны. Дальше маски были сняты. Практически сразу после завершения переговоров украинская делегация улетела к себе, продолжая утверждать, что возвращается именно в Киев. Российская же полетела точно в Москву. Антон Верницкий, Дмитрий Вишневой, Светлана Баркова, Кирилл Логинов. Первый канал. Стамбул, Турция. Как прошел очередной раунд переговоров, представители Москвы и Киева Владимир Путин вечером обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Особое внимание лидеру уделили гуманитарным вопросам. Президент России рассказал, как наши военные доставляют гумпомощь и обеспечивают эвакуацию мирных жителей, в том числе из Мариуполя. Подчеркнуто, чтобы наладить гуманитарную ситуацию в городе, украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие. Еще одна тема беседы – переход к оплате в рублях поставок газа из России, в частности в страны Евросоюза. Все поставленные задачи выполнены. Сегодня министр обороны Сергей Шойгу проводил селекторное совещание и подводил итоги первого этапа спецоперации на Украине. Важная новость для призывников этого года. Министр сообщил, никаких отправок в горячие точки не будет. И все, кто сейчас проходит службу в армии по призыву прошлого года, по истечению срока тоже отправятся домой. Павел Краснов с подробностями. Больше половины из 1,5 сотен вертолетов, которыми украинская армия располагала до начала спецоперации, 123 боевых самолета из 152 и большая часть зенитно-ракетных комплексов. Данные о количестве уничтоженной техники ВСУ, озвученные министром обороны, наглядно иллюстрируют выводы о ходе операции. Украинские ВВС и ПВО практически уничтожены, вооруженным силам Украины нанесен существенный урон. В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели – освобождения Донбасса. У всех соединений сухопутных и десантно-штурмовых войск Украины серьезные потери, как в людях, так и в технике. По сути, единственная возможность восполнить недостаток оружия для Украины сегодня – это поставки с Запада. И Минобороны обещает адекватно отреагировать в случае, если НАТО выполнит обещание ряда стран предоставить Киеву самолеты и системы ПВО. Считаем безответственной позицию Запада, поставляющей летальное оружие Украине. Его бесконтрольная раздача населению и наемникам только усугубляет ситуацию и в дальнейшем может создать угрозу для самих европейцев. Угрозу уже создают морские мины, неумело установленные украинскими военными в Черном море и дрейфующие сейчас в сторону Европы. 2 мины уже обезврежены у берегов Румынии и в Босфоре. А что касается наемников, прибывающих на Украину, то их наши военные отслеживают и уничтожают целенаправленно. В результате ударов высокоточным оружием по центрам подготовки и боевых потерь фиксируется снижение их количества на территории Украины. За последние 2 недели страну покинуло более 500 наемников и еще около 60 уничтожено. Параллельно с ведением боевых действий нашим военным приходится оказывать и помощь населению освобожденных территорий и в Донбассе, и на Украине. Уже проведено 684 гуманитарных акций. В 210 населенных пунктах доставлено 6079 тонн грузов. И несмотря на проведение спецоперации, в войсках не останавливается плановая боевая подготовка. В апреле на территории России стартует весенняя призывная кампания. Призвать на службу планируют 134,5 тысячи человек. Это меньше, чем весной прошлого года. Большинство военнослужащих будут проходить профессиональную подготовку в учебных центрах от 3 до 5 месяцев. Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки. Все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечению срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания.
Но российские вооруженные силы тем временем продолжают специальную военную операцию на Украине. И, по словам Сергея Шойгу, она продолжится до достижения поставленных целей. Павел Краснов, Роман Кудрин, Андрей Кириллов. Первый канал. Под Мариуполем сегодня ранен наш коллега, корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов. Пуля снайпера попала ему в ногу. Несмотря на это, журналист продолжил работать. Российские военные медики оказали помощь на месте. Известно, что сейчас состояние журналиста стабильное. И вот что он сам рассказывает о случившемся. До позиции Азовстали, где засели националисты украинские, буквально 150-200 метров. Танк отработал несколько раз, сложил одну из конструкций, которую заняли националисты. Мы пошли вперед. Первая пятерка в нее сразу прилетела, что-то я толком не понял, потому как был за танком. Рванулся вперед. Наши начали немного отступать назад. Полковник Гроза был ранен. 2 ранения в ногу. Я стал пытаться его вытащить оттуда, сопровождал раненого. В это время по мне отработал украинский снайпер. Не заметить надпись пресса на бронежилете было невозможно, поэтому он прекрасно знал, по кому стреляет. Ожесточенные столкновения идут сейчас и в Марьинке, пригороде Донецка, в котором окопались украинские неонацисты. Отступая с частного сектора, они бросают боеприпасы и оружие, в том числе американского производства. В этом сегодня убедился наш специальный корреспондент Дмитрий Зайцев. В сопровождении бойцов народной милиции ДНР мы сейчас продвигаемся по позициям донецких войск здесь, в Марьинке. Впереди как раз линия фронта. Западная окраина Донецка вплотную граничит с Марьинкой. И с начала военного конфликта в Донбассе здесь важный оплот украинских войск. За 8 лет до столкновения они здесь основательно копались. Ну там укреп серьезно хороший, там в 2 слоя бетон. Двери двойные железные стоят, деревья там слоя 2-3, земля. Укрепы у них хорошие. Там если работать, надо с хорошего работать. Ну, где получается, там пробиваем. Наша арта. Вот мы когда хотели нести БК, снайпер по нам работал с Терекона, Чуровского. Где-то у них там укреп, лежанка и все. Они двое глаз сидят и стреляют. За окопами открытая местность. Приходится передвигаться короткими перебежками от дома к дому. И вот она, эта серая зона, соответственно, сейчас, когда наши продвигаются, войска ДНР, вот они эти серые зоны занимаются. То есть брошено, разбомблено. Тропинка, по которой мы ходим. Все, никакой здесь ни худобы, ничего лишнего нет. Ни людей нету. Соответственно, заминировано буквально в 2 метрах от тропинок. Наиболее ожесточенные бои сейчас в Марьинке проходят именно здесь, в частном секторе. Боевиков нас батальонов и украинских военных выбивают из брошенных дач. Вот здесь долгое время ВСУшники стояли. Видим, что весь двор разрушен, и чудом уцелели вот эти домашние заготовки. Консервы и припасы из погребов вперемешку с отстрелянными гильзами, сады и огороды, изрытые окопами. Кое-где видны брошенные самодельные укрепления украинской армии. Прямо из дома, вот из двери, где вы стоите, в сад уходит окоп, маск-сеть, чтобы не было видно передвижения личного состава, укреплено мешками. Ну а вот здесь вот, если вы посмотрите, окоп на самом деле и изрезает всю территорию сада. Вон там открытая огневая точка, дальше закрытая огневая точка. И отсюда получается, вот та сторона балки, это уже поселок Шахта Трудовской. То есть вот отсюда, с этих огневых точек, все прошедшие 8 лет велся огонь по мирным жителям поселка Шахта Трудовской. Занимая все новые позиции отступающих украинских формирований, бойцы народной милиции ДНР находят трофейные арсеналы. В освобожденных коттеджах здесь, в Марьинке, на каждом шагу следы недавнего присутствия украинских войск. Попадается очень много патронов для стрелкового вооружения, а также вот такие ящики с гранатами. Это лимонки F1 без взрывателя. Что производство? Все на вооружении, да, сейчас у украинских сил стоит? Такого много. Такого дела там много. Соответственно, это пожилой силе, да? Да. Все, что удалось добыть в бою, еще послужит защитникам Донбасса. Боеприпасы, автоматы, подразделения берут на вооружение. Среди бойцов республиканской армии немало добровольцев из России. Сергей Серпухова, когда началась спецоперация российских сил на Украине, решил не сидеть дома в Подмосковье. Собрался и приехал в Донецк. Долг есть какой-то определенный перед своей страной, перед этой страной. И в конце концов, я сам, у меня бабушка, живет, она, правда, на российской части живет, за Изваринок. Основное проломили уже сопротивление, считаю, что, у них уже все, на последнем они издыхании тут уже сопротивляются просто, вот.
Есть ощущение, что экономят боеприпасы? Да, да, это определенно есть такое ощущение. Очень активно экономят. Несмотря на то, что большая часть Марьинки уже под контролем армии ДНР, полностью взять в кольцо город пока не выходит. Боеприпасы и провизию сопротивляющимся отрядам ВСУ и нацбатальонам подвозят из соседнего Курахова. Сейчас штурмовые подразделения народной милиции с боем прорываются к западным окраинам Марьинки, чтобы перерезать все каналы снабжения. Дмитрий Зайцев, Дмитрий Киновский, Дмитрий Зелевянский, Юлия Ходорова. Первый канал. Донецкая Народная Республика. Выдавливают украинских националистов и из городов Луганской Народной Республики. В Рубежной, где еще орудуют отдельные группы боевиков, доставили очередную партию гуманитарной помощи. То, о чем попросили сами жители. Лекарства, продукты, свечи, без которых не обойтись в темных подвалах, где люди прячутся от украинских обстрелов. Репортаж Амира Юсупова. Минуя разрушенные жилые дома и взорванные гражданские машины, бойцы ЛНР едут на помощь жителям Рубежного. Город под постоянным огнем украинских войск. Сразу на въезде встречают чеченские военнослужащие, предлагают сопровождение. Улицы некогда далекого, незнакомого для них города теперь знают наизусть. Надо пройти помедленнее, чтобы колонна не длинная была. Этот боец, имя он решил не называть, бывший капитан МВД, на службу вернулся, когда началась спецоперация. Родину же надо защищать, конечно. Гуманитарная помощь от бойцов ЛНР точечная, адресная. Они привозят то, что просят люди, и каждый раз встречают кого-то еще с новыми просьбами. Если есть у вас обезболивающее, пожалуйста, дайте. У Натальи Бондаренко энцефалит, мучают постоянные головные боли. Аптеки давно не работают. Магазины тоже, но голодать не приходится. Здорово поддержали ребята. Вы знаете, никто нам не дал и кусочка хлеба, а они делятся своим. Короткими перебежками от здания к зданию, чтобы не попасть под артиллерийский обстрел, военные перемещаются к следующей точке в списке. Большая часть людей из подвалов выходить боится. Маленькие Вика и Лера вспоминают свой последний счастливый день. Там, наверху. Позвали бабушку. Мы приготовили крабовый салат, картошку по-французски, да? Да, мама, в духовке еще год был у нас, да, правильно. Мы повесили шарики, посидели, попраздновали. Было сердечко, скажите, девочки, которое разделялось на две половинки, старшая сестра и младшая сестра. Если оно разбилось вдребезги, это обидно очень. Так девочки праздновали 1 на 2 день рождения. Через несколько дней после него дом разрушили украинские националисты. Что смогли, унесли в подвал. Рисунки подсвечивает последняя догорающая свеча. Вы нам дарите военного кота, мы передадим бойцам. Спасибо большое. Мать малышек взяла на себя роль лидера. Она принимает всю поступающую гуманитарку и распределяет ее среди нуждающихся. И Никита еще у нас мальчик есть, такой самый маленький. И Никита. Ну, а мы уже как семья за месяц, 24 февраля. Кто 24-го, кто 25-го, кто 27-го. Ну и вот мы все уже... Ну а что, не семья? Я неправильно что-то говорю. Мы как дружная семья здесь уже. В подвале холодно, сыро и темно. Это не ощущается, пока работает свет на камерах съемочных групп. Но стоит отключить его, как понимаешь, что... В этом подвале генератора нет, и люди живут в полной темноте. Те, у кого есть фонарики, тем, можно сказать, повезло, они могут хоть как-то передвигаться, потому что свечки кончились, и других источников света у людей нет. Вставай, водички попей. Сотни людей больны, сказывается жизнь под землей. Некоторые ранены. Осколочное ранение, пулевые ранения, снайперы работают. Даже снайперы работают? Даже снайперы. Вчера была женщина, ко мне обратилась, и там работал снайпер. Ей повезло, что касательная, мягкие ткани только задели. Бойцы, говорят, продвигаются здесь, в Рубежном, медленно, но верно. Могли бы быстрее, если бы ВСУ и нацбатальоны не прикрывались женщинами и детьми. Среди украинцев надо сказать, что есть достойные люди, мужчины. Но те люди, которые сегодня находятся на передовой и сегодня воюют, я бы их назвал, самое меньше трусами. Такие люди, я их людьми не называю, это не люди, которые используют вот этих людей мирных, как живой щит. Что у вас? Вот девушки цветы нам дали. Рады, что мы здесь. Амир Юсупов, Антон Красов, Егор Шелепов, Артем Стасюк. Первый канал, Луганская Народная Республика. Гуманитарную помощь обещают доставить и жителям Балаклеи. Это город в Харьковской области, в 70 километрах на юго-восток от областного центра. Мэр Балаклеи сообщил, что уже провел переговоры с российскими военными и предложил местным жителям принять продукты, так как ждать поддержки от киевских властей не приходится. И вот что заявил Иван Столбовой.
Но сегодня Украина нам ничего не дает. Я вчера проводил в российской армии, и они предложили тоже свою помощь. Это ваше право, брать, не брать, но у нас больше помощи нам никто сегодня не даст. Я думаю, дальше мы будем с ними встречаться, чтобы нам давали допуск и по подключению электроэнергии, и воды, и всего прочего. Горожане мэра поддержали, а вот в Киеве его назвали предателем Украины и пригрозили пожизненным сроком. Всего лишь за то, что градоначальник выполняет свои обязанности и пытается наладить жизнь в Балаклее. Российские военные продолжают оказывать помощь людям, которые хотят добраться до безопасных мест. Организованы автоколонны, и на своих машинах можно перебраться и в Россию, и в Белоруссию. Особое внимание на блокпостах к проверкам. Под видом беженцев пытаются перейти по гуманитарным коридорам и диверсанты. Двоих задержали в Черниговской области с целым арсеналом – гранатомет и автоматы. Наш корреспондент Алексей Кручинин знает, как организованы безопасные коридоры для мирных граждан и серьезные проверки для того, чтобы не допустить проникновения диверсантов с оружием. Своих не бросаем, а мирные жители Украины тоже не чужие. Бронированные армейские внедорожники «Тигр», 2 бронекапсулы и УАЗик военной полиции снова появились во дворе промышленного предприятия под Черниговом. До этого в 2 захода из здешнего подвала в безопасные места уже вывезли несколько десятков человек. Сегодня очередная эвакуация. Теперь наши военные еще и сопровождают тех, кто решил выехать на своих машинах. Идем колонны друг за другом, средняя скорость будет порядка 70 км. Запыленные участки дороги притормаживайте, потому что много мусора на дороге, чтобы ни колеса, ничего вам не порвать, никуда не делать. Я иду в замыкание, УАЗик, военной полиции, иду в замыкание. Значит, никто никого не обгоняет. Опасаясь обстрелов со стороны националистов, беженцы повязали уже привычные белые ленты и поместили на видные места надпись «Дети». В колонну взяли и украинскую машину скорой помощи. Через час все благополучно добрались до поселка в глубоком тылу. Все, выехали, все хорошо, доехали. Главное не бояться, можете спокойно выезжать. Очень боялись. Большое вам спасибо. Довезли нас, все хорошо. Доехали мы спокойно. Кто-то останется здесь. В поселке есть вода, свет и продукты. А местная администрация, с которой договорились российские военные, готова и дальше принимать беженцев из-под Чернигова. Но многие решают ехать дальше, к родственникам в Россию или Белоруссию. Наши офицеры, фактически спасшие людей, еще и подсказывают, как пройти границу. Документов нет, значит, говорить о том, что документы сгорели, пропали, сразу беженцы присваиваются вам, и там уже с белорусским зачем говоришь. Понимаете, о чем вопрос, понятно? По пути к границе им предстоит проехать еще несколько блокпостов, где военные полицейские досматривают все машины, от бардачка до багажника. Настойчиво, но корректно. Никаких элементов агрессии нету, потому что мы сами не позволяем себе каких-либо элементов агрессии в их сторону. Мы всегда разговариваем вежливо, просим. Тон вежливый, но собранность предельная. В поток беженцев пытаются влиться националисты, и не с пустыми руками. Среди оружия, которым западные страны снабжают Украину, все чаще попадаются вот такие любопытные экземпляры. Это шведский гранатомет АТ-4. Он не новый, американцы активно использовали его еще в Афганистане и Ираке. Таких сейчас на Украине не меньше 6000 штук. Их отправили сюда по распоряжению Байдена с натовских складов. А начиналось все как такая же рядовая проверка. Обычно беженцы выезжают целыми семьями, багажники набиты вещами. А тогда в машине оказалось лишь 2 крепких мужчин. Уже подозрительно. Проскочить им не удалось. В автомобиле находились 2 гражданских лица мужского пола. При проверке было выявлено гранатомет иностранного производства и, соответственно, 3 автомата. Гражданские лица были задержаны, переданы для дальнейшего выяснения обстоятельств. Задержанных допрашивают сотрудники ФСБ России. Противотанковый гранатомет, 3 Калашникова плюс американский прибор ночного видения. Весь этот комплект диверсанта теперь станет вещественным доказательством. Как и другой изъятый на днях арсенал. Его злоумышленники пытались спрятать, пользуясь методом контрабандистов. Был сделан искусственный фальшпол в районе запасного колеса, который был замаскирован под естественную обивку автомобиля. А там находились гранаты. Все это, к счастью, не доехало до передовой, а могло быть применено против наших офицеров, которые на днях выбили националистов из Новоселовки. Это уже пригород Чернигова. Командующий Центральным военным округом Александр Лапин наградил лучших участников штурма прямо на боевой позиции. За мужество, стойкость и отвагу. Спасибо, поздравляю. Орден мужества, медаль Жукова, медали за отвагу и за заслуги перед Отечеством. Показать лица героев дня мы пока не можем. Получив награды, они сразу вернулись на боевые посты. Работать дальше, там, где каждую минуту смертельно опасно, но без них не обойтись. Алексей Кручинин, Алексей Белов и Владимир Иванов. Первый канал, Черниговская область, Украина.
Рискуя собственной жизнью ради мира в Донбассе и на Украине, наши герои – участники специальной военной операции. Лейтенант Вячеслав Водяной, его взвод попал в окружение националистов. Дав команду личному составу отступать, сам в одиночку прикрывал боевых товарищей. В неравном бою наш офицер уничтожил 2 единицы военной техники и до 10 боевиков. Смог дождаться подкрепления и нанести контрудар. Майор Виталий Сипливый, его разведгруппа обнаружила и уничтожила 2 радиолокационные станции ВСУ, 2 узла связи и склад с топливом, а еще добыла карту с важными данными о базах украинской авиации. Полковник Евгений Ус, он командовал расчетами ПВО во время массированной атаки на аэродром, занятый нашими военными. Было уничтожено 7 беспилотников, а всего с начала спецоперации его отделение ликвидировало почти 40 летательных аппаратов ВСУ. Владимир Путин. Теперь о встрече в Кремле. Владимир Путин сегодня принял генерального директора фонда президентских грантов Илью Чукалина. За 5 лет 22 тысячи проектов по всей России и 45 миллиардов рублей на общественные инициативы, меняющие жизнь к лучшему. Средства, выделяемые государством на поддержку полезных начинаний, рекордные, но окупаются они с лихвой. А главное, объединяют неравнодушных людей совсем не деньги. Наталья Юрьева о помощи тем, кто сам помогает другим. Вот он мой шутик, вот оно мое второе, вот она закруточка. Каждый день волонтеры проекта «Дари еду» приносят 90-летней Зареме Ивановне горячие обеды. Всего же в месяц удается помочь 6 тысячам нуждающимся пенсионерам и инвалидам, тем, кто из-за финансового положения или из-за физического состояния не может самостоятельно о себе позаботиться. Самое главное не то, что там денег нет, пойти некому раз. А потом заготовить трудно, второй считаю. В 2021 году проект «Дари еду» получил президентский грант на сумму почти 8 миллионов рублей на создание благотворительных кухонь в Москве, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. А благодаря этому помощь, которую мы сможем оказывать, она вырастет в 5 раз. То есть мы считали, что если сейчас мы помогаем вот до 6 тысяч в месяц, то эту цифру можно будет умножать на 4, на 5. Распределяет президентские гранты одноименный фонд. Итоги его работы Владимир Путин подвел с главой этой организации Ильей Чукалиным. Фонд начинал 5 лет назад, и мы отмечаем 5-летие работы фонда, да, начиная с 4 миллиардов объема, да? Да, было. А сейчас уже 10 миллиардов. Да. И, конечно, это особенно приятно, когда находятся люди, особенно работающие в социальной сфере, которые реализуют свои идеи, свои планы. И особенно, повторяю, в социалке это, конечно, напрямую связано с поддержкой людей, которые ждут этой помощи. И эта помощь приходит как раз вовремя. Эффективно реализуются средства, получаемые от государства. За 5 лет работы, по словам главы фонда, некоммерческий сектор экономики, благодаря грантам, получил значительный импульс для развития. Объем поддержки только по линии фонда президентских грантов, конечно, это одна из основных сейчас источников поддержки вот таких инициатив, он в 3 раза больше, чем за предыдущие 5 лет, то есть за 2012-2016 год. В 3 раза. Мы получили 110 тысяч инициатив, провели независимую экспертизу, и 22 тысячи проектов уже получили президентские гранты на то, чтобы быть реализованными. Это вот сумма грантов 45,2. Это 45 миллиардов мы с вами направили на поддержку вот этих 22 тысяч проектов. Это огромные средства. То есть некоммерческий сектор никогда не видел ничего подобного. Президентские гранты получают проекты из абсолютно разных сфер. Здесь и социальная помощь, и охрана здоровья, защита животных, поддержка культурных мероприятий и краеведческих организаций. География – вся страна. Давай, раз. Идем дальше. Хорошо, держимся, да? Молодец, давай. Вот уже 3 года чемпион мира по адаптивному скалолазанию Михаил Сапаров тренирует детей с ДЦП и другими особенностями развития. Сам он в 24 года попал под поезд и лишился руки. Спорт подарил новый смысл жизни и понимание, что Михаил может помочь и другим. На средства от президентского гранта сумму около 3 миллионов рублей удалось купить оборудование. И вот как мамы описывают эффект от этих занятий. У него лучше хватательные рефлексы стали, мелкая моторика, пальцы стали лучше работать, он может взять ручку, что-то написать, он начал двери открывать, домофон открывать, ну и координация улучшилась. Если раньше до создания фонда 40% президентских грантов выигрывали столичные организации, то теперь почти 90% направляются в регионы. Например, там Ханты-Мансийский автономный округ, у них за предыдущие 15 лет до создания фонда, до нас, было всего 19 инициатив поддержано, всего.
А нами за 5 лет 402 инициативы, то есть рост в 21 раз. Это была, опять же, ваша задача, которую вы ставили в своих поручениях, чтобы мы более активно работали с регионами, чтобы там людей подальше от Москвы, у них была возможность, когда они сталкиваются с трудностями. Ну, все-таки они там получше даже видят свои проблемы. Каждый год фонд президентских грантов проводит свой собственный конкурс среди тех, кто получил поддержку от государства. Проекты оцениваются по качеству их реализации, достижению конкретных результатов. 100 лучших получают награды. А что это им дает? Это им дает дополнительные налоговые преференции, там, возможность получать уже прямое финансирование на региональном уровне на оказание социальных услуг. А что касается регионального уровня, регион это помогает? Вы дали нам поручение работать с регионами, и мы им, и опять же, работать с точки зрения того, чтобы была какая-то морковка для них, какой-то пряник. И пряник был такой, мы им софинансируем их региональные конкурсы. Соответственно, они перестроили их, то есть раньше они были довольно закрытые, сейчас качество этих конкурсов улучшилось. Денежки дают? Да, они поддерживают свои некоммерческие организации. Среди самых активных регионов глава фонда президентских грантов назвал Ханты-Мансийский автономный округ, Ленинградскую, Челябинскую области и Камчатский край. Наталья Юрьева, Павел Рудаков, Анастасия Тучинская, Артур Коньков, Виталий Каченко, Сергей Деев и Татьяна Бычкова. Первый канал. В сайте Федерации планируют подготовить новые рекомендации по защите государственного суверенитета России. Законодательная инициатива обсудит с коллегами из Госдумы, Министерства ведомств, представителями гражданского общества. В условиях объявленной нам Западом тотальной войны такие шаги совершенно необходимы, полагают сенаторы. Если наши, скажем мягко, оппоненты все-таки сделают то, что они хотят, а они хотят зайти в головы наших граждан, особенно тех, у кого нет большого жизненного опыта, и постараться развернуть этих людей против собственной родины через активность так называемой пятой колонны, вот это действительно может нанести такой серьезный ущерб и нашему суверенитету, и всей нашей цивилизации. А то, что там идет борьба именно с русским миром, с большим, глобальным, многоликим русским миром, не скрывает уже сегодня ни один западный институт. Коллективный Запад ведет против России не только экономическую и информационную войну, а настоящей киберагрессии в отношении нашей страны заявили в российском МИДе. Анонимные взломщики и провокаторы пытаются похитить личные данные, деморализовать людей. Целый шквал сетевых атак в адрес граждан, организаций, органов власти. Эти действия становятся все более изощренными. С подачи киевского режима объявлен международный призыв антироссийски настроенных специалистов-компьютерщиков, по сути дела формирующих наступательные киберсилы. Счет на вредоносные атаки против нас идет на сотни тысяч в сутки. По сути, против нас ведет войну армия кибернаемников, перед которыми стоят конкретные боевые задачи, нередко граничащие с открытым терроризмом. Источники атак будут установлены, злоумышленники неминуемо понесут ответственность за содеянное согласно требованиям закона. Тем временем в Бельгии, Нидерландах, Ирландии и Чехии заявили о высылке наших дипломатов. Очередной недружественный шаг без ответа не останется, дали понять в российском МИДе. Москва уже зеркально ответила прибалтийским странам, объявив персонами нон-грата сотрудников их дипмиссий. Впрочем, музыку в антироссийском оркестре заказывают не в Европе. Иван Благой об авторах и исполнителях. Массовая высылка дипломатов происходит по той же схеме, что и ввод санкций. Наносится удар в том числе по собственной стране ради демонстрации лояльности союзникам. Это еще называют блоковой солидарностью. И вот сегодня Бельгия объявила персонами нон-грата сразу 21 сотрудника нашей дипмиссии в этой стране. Нидерланды высылают 17 человек. Обвинение — стандартный шпионаж. При этом представитель голландских властей даже не смог ответить на простейший вопрос репортера. Получили ли они информацию, которая может быть опасной или вредной для Нидерландов? Сложность в этом вопросе заключается в том, что я ограничен в том, что могу сказать. 4 сотрудников российского посольства выслала Ирландия, особняком стоит Чехия. Персоной нон-грата объявлен всего 1 дипработник. Что легко можно объяснить. После прошлогодней попытки поиграть в высылки в Москве осталось всего 5 чешских дипломатов. Вопрос, почему в принципе все это происходит именно сейчас. Эксперты видят ряд совпадений. В последнее время это уже такая, видно, политика. Я думаю, чего тут совершенно понятно, что это согласованная акция, вероятно, вот на встрече НАТО. Но она абсолютно абсурдна, потому что, они прекрасно тоже ведь понимают, но там же нет идиотов, что последуют сразу же незамедлительно зеркальные меры
Ну и к чему это приведет? Экстренный саммит НАТО прошел в Брюсселе на прошлой неделе. Для участия в нем из-за океана прилетел президент США Байден. Как раз накануне этой встречи Варшава в нарушении Венской конвенции по абсурдному обвинению заморозила счета посольства России. Счета наши заблокированы по решению сначала Минфина, а потом решением польского прокурора, на том основании, что средства с этих наших счетов якобы могут использоваться для отмывания незаконно полученных средств, либо для финансирования терроризма. Эти действия как раз и можно назвать началом нового мощного витка дипломатического противостояния. Польские власти объявили также о высылке из страны сразу 45 российских дипломатов. Это более чем 2/3 всего штата. Агентство внутренней безопасности подготовило список из 45 лиц, работающих в Польше под так называемым дипломатическим прикрытием. Это лица, которые работают, располагая дипломатическим статусом, но фактически ведут разведывательную деятельность против Польши. Вот как должны оформляться подобные претензии. В 2013-м в Москве был задержан агент ЦРУ, а по совместительству третий секретарь посольства США Райан Фогл. У наших спецслужб была уйма доказательств, включая историю с париком, который агент использовал для маскировки. Поляки даже не пытались создать видимость обоснованности обвинений. Наш посол в республике Сергей Андреев отмечает, россиянам не смогли предъявить никаких конкретных претензий. Мне кажется, что это, конечно, не самый лучший вариант реакции. Дипломатическое присутствие – это не награда за хорошее поведение, это необходимое условие нормального политического диалога. Поэтому мне кажется, что лучше бы вот таких действий было бы избегать. Но, к сожалению, реальность такова, что к этим действиям прибегает и все чаще. Об этом можно лишь сожалеть. Искать во всем этом логику сложно, но то, что сейчас происходит, далеко не первый подобный кризис. В последние недели работы на посту президента США Барака Обамы в конце 2016-го Госдепартамент объявил персонами нон-грата сразу 35 российских дипломатов. Им дали лишь 2 суток на то, чтобы покинуть страну. Тогда их американские коллеги в России уже паковали чемоданы, ожидая, что и их тоже вышлют. Но Москва отказалась от немедленного зеркального ответа. Это был необычайно щедрый жест. Детей сотрудников американского посольства даже пригласили на елку в Кремле. Все дальнейшие события показали, любые шаги Москвы по деэскалации ситуации на Западе не ценят. Становится лишь хуже. Позже США конфисковали российскую дипломатическую недвижимость в Сан-Франциско. МИД опубликовал кадры, на которых видно, как представители американских властей заглядывают в квартиры сотрудников, вскрывают потолочные плиты и взламывают паркет. После этого рассчитывать на то, что Москва не ответит, например, той же Польше, крайне наивно. Особенно после заявлений из Варшавы о возможных дальнейших действиях. Просто разрушение двусторонних отношений, без фиксации де юре, но де-факто. Объяснить подобные заявления можно лишь зашкаливающей русофобией и застарелыми собственными проблемами. При этом в дипломатии давно действует хорошо известный принцип взаимности, мы к нему прибегаем, и в данном случае эта ситуация не станет исключением, мы будем действовать по этому же принципу. И вот сегодня в ответ на недружественные действия Польши был заблокирован банковский счет посольства этой страны в Москве. Зеркально ответила Москва и странам Прибалтики. Россия объявила персонами нон-грата 3 сотрудников дипмиссий Латвии, столько же Эстонии, еще 4 Литвы. Послов этих государств вызвали на Смоленскую площадь. Иван Благой, Дмитрий Волков, Нина Корева, Екатерина Белова, Кирилл Данилов, Первый канал. В последнее время американский президент начал так выражать свои мысли, что его перестали понимать даже соотечественники, хорошо говорящие по-английски. На пресс-конференции журналисты задавали американскому лидеру конкретные вопросы, но получали странные ответы. Мол, это не позиция Байдена как американского президента, а всего лишь частное мнение. Если учесть пост, который занимает Байден, то странно говорить о личном мнении, высказанном публично на весь мир, а потом отказываться от своих слов. И Байден, который не раз говорил оскорбительные вещи в адрес российского президента, точно так же начал оскорблять и американских журналистов, называя их глупыми. Куда Байдена язык доведет, разбирался наш корреспондент Георгий Алисашвили, изучал маршруты. Курс на конфронтацию с Кремлем, взятый администрацией Байдена, сейчас поддерживают не только американские демократы, но и многие республиканцы. Однако и у тех, и у других вызывает вопросы стилистика недавних выступлений президента.
В частности, вот эти 9 слов о Владимире Путине, которые Байден произнес в Варшаве. Ради бога, этот человек не может оставаться у власти. Целую пресс-конференцию собрали, чтобы дезавуировать это высказывание. Байден вышел к репортерам с традиционными листочками, в которых, как всегда, были расписаны вопросы и ответы. Фотограф европейского пресс-фотоагентства поймал в объектив президентскую шпаргалку. Ровно эти слова Байден и произнес для убедительности целых 2 раза. Я выражал моральное возмущение по отношению к действиям Путина. Ни тогда, ни сейчас я не выступал за изменение политики. Я выражал моральное возмущение, которое испытываю и не жалею об этом. Чтобы точно все поняли, что это неофициальная позиция Белого дома, журналистка переспросила. Это ваше личное мнение? Мое личное мнение. Сложно было не заметить, что Байден едва отрывает глаза от текста и запинается, когда говорить приходится по памяти. Во-вторых, вы спросили меня про... Какой был второй вопрос? А это не мешает дипломатии? Нет, не думаю. Вы знаете, факт состоит в том, что мы находимся в ситуации, в которой ситуацию осложняют попытки эскалации со стороны Путина. Выглядело это настолько неубедительно, что Байдена еще раз спросили про Путина. Американскому лидеру пришлось в 3-й раз, можно сказать, на бис, снова по бумажке зачитывать те же самые слова. Вы считаете, что Владимир Путин должен быть отстранен от власти? Это то, что вы имели в виду? Нет, я выражал моральное возмущение по отношению к этому человеку. Я не выступал за изменение политики. Через 7 минут после начала Байден был уже готов прощаться с прессой, но внезапно его внимание привлек репортер Fox News. Большое спасибо. Знаю, вы зададите по-настоящему хороший вопрос. Это, конечно, ирония. Шпаргалки на вопрос представителя республиканского канала у Байдена не было, и президент, что называется, посыпался. Не переживаете ли вы, что другие мировые лидеры начнут сомневаться, что Америка вернулась, если ваши громкие высказывания на мировой арене опровергаются? Их никто не опровергает. За последние пару дней казалось, что вы говорили американским военным, что они отправятся на Украину. Обычные украинцы, посмотрите, как они протестуют. Вы увидите, когда там окажетесь. Вы говорили, что США могут использовать химическое оружие. Если химоружие будет использовано на Украине, станет ли это поводом для НАТО? Это будет поводом для аналогичного ответа. И казалось, что вы призывали к смене режима в России, и мы знаем... Ничего этого не было. Ничего? Это лишь ваша интерпретация моих слов. Вы говорили, что если русские используют химическое оружие, это будет поводом для аналогичного ответа со стороны США. Это значительный повод. Что это значит? Не скажу. С чего бы? Вы, похоже, глупый. Но если хамство в отношении представителя прессы — это удар по персональному имиджу, то грубость на мировой политической арене ведет к куда более серьезным последствиям. Fox News по итогам пресс-конференции задается вопросом, что не так с Байденом и чем это грозит штатам. Это просто человек, который утратил способность контролировать свои эмоции. Неконтролируемые вспышки ярости — обычное дело для пожилых людей. Такое часто случается в старости. Это очень тяжелый опыт, и наши сердца с теми, кто проходит через это, включая Джо Байдена. Но Байден — президент Соединенных Штатов, которые оказались в самой уязвимой ситуации в новейшей истории. Байден толкает США к войне, так что справедливо поднять вопрос о его умственном состоянии. Дело не только в возрасте, ему 79. Байден уже не способен выражаться точно. По данным демократической Вашингтон-Пост, то самое варшавское высказывание Байдена о Путине было экспромтом, который сместил акценты в программной речи о единстве Запада, так что союзники были не столько сплочены, сколько озадачены. Эта фраза удивила помощников Байдена, которые понимали, что ее не было в заготовленной заранее речи. Жесткое высказывание Байдена в адрес Путина также застало врасплох и европейских политиков. Некоторые из них бросились уточнять, не собирается ли Белый дом проводить политику, направленную на свержение российского лидера. Логичный вопрос. Афганистан, Ирак, Ливия, Украина. Штаты ведь привыкли влезать во внутриполитические дела других стран настолько глубоко, насколько позволяют. Чтобы показать, что на этот раз ничего такого ждать не стоит, сперва высказывание Байдена пояснили помощники. Мол, речь была о том, что нельзя решать украинский кризис силовым путем. А потом госсекретарь Блинкен практически опроверг слова своего президента. Как мы уже неоднократно говорили, у нас нет планов по смене режима в России.
России. Между тем, не исключено, что Байден не оговорился, а проговорился и раскрыл карты, которые Белый дом пока планировал придержать. Он сказал именно то, что он имел в виду. И то, что действительно отражает именно долгосрочную политику Соединенных Штатов в отношении России. Я напомню, что тот же Джо Байден, еще будучи вице-президентом, в 2011 году, находясь в Москве, встречался с Владимиром Путиным в Кремле и говорил ему напрямую о том, что Соединенные Штаты не рекомендуют, чтобы Путин возвращался на должность президента России. Как бы то ни было, европейские партнеры старшего брата не поддержали. Канцлер Шольц от слов Байдена открестился. Президент Макрон высказывание коллеги осторожно осудил. Думаю, мы должны делать все, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Я бы не стал использовать подобные выражения. В российском МИДе на слова Байдена отреагировали сдержанно, выразив надежду, что странные словесные демарши американского президента не подтолкнут его к опасным для всего мира решениям и поступкам. Георгий Лисашвили, Максим Катаев, Юлия Заграничного, Дмитрий Малышев. Первый канал. США. И еще к вопросу о трактовках, а в данном случае умышленном искажении фактов. Популярная у британцев газета «Сан» шокировала читателей сенсационным материалом. Российские военные якобы похитили на Украине 40 тысяч человек и принуждают их к рабскому труду в неких депрессивных регионах. Об этом изданию сообщил вице-мэр Мариуполя Сергей Орлов. В качестве иллюстрации фото, на котором люди стоят под разрушенным мостом и заголовок «Эксклюзив». Вот только кадр этот сделан около месяца назад совсем в другом месте, под Киевом, в городе Ирпень. Мост взорвали украинцы, скорее после начала российской специальной операции, чтобы замедлить продвижение наших военных. Что касается самой статьи, чиновник пересказывает то, что слышал от кого-то. Упоминается, что якобы украинцев отправляют в Сибирь. Но вопрос, почему тогда в России этого никто не видел? Какие меры принимает правительство, чтобы смягчить последствия западных санкций для граждан и экономики? Об этом премьер Михаил Мишустин рассказывал сегодня депутатам от КПРФ и партии «Справедливая Россия за правду». Серия встреч с представителями парламентских фракций проходит перед традиционным отчетом Кабинета министров в Думе. Он запланирован на следующей неделе, а пока у депутатов есть возможность высказать свои идеи и выслушать подробные ответы. О чем говорили, знает Анатолий Лазарев. В правительстве действует оперативный штаб по поддержке экономики в условиях санкций, и работает он практически круглосуточно, как это было и на пике борьбы с пандемией коронавируса, рассказал Михаил Мишустин на встречах с парламентариями. Мы сейчас работаем над очередным пакетом контрсанкций, предусмотрен целый ряд решений по поддержке занятости и бизнеса. Среди них меры по расширению импортозамещения лекарств, медицинских изделий. Все понимают, какое большое значение это имеет для наших людей. Мы также создаем более комфортные условия для малого и среднего бизнеса. Помимо лекарств, людей беспокоит ассортимент в магазинах и рост цен. Это стало результатом перебоев с поставками и переформатированием рынка. Надо обеспечить доступность товаров на потребительском рынке. Мы здесь решаем логистические проблемы, которые привели к всплескам цен. Конечно, стране нужно некоторое время, чтобы адаптироваться. Еще одним способом может являться поставки ранее экспортирующихся товаров, чтобы бизнес не сокращал производство, а направлял их на внутренний рынок. Мишустин также сообщил, что решение по льготной ипотеке принято. Осталось только подписать документ. Как и поручил президент, с 1 апреля ставка не более 12%, а размер кредита не выше 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и не выше 6 миллионов рублей для других субъектов. Михаил Мишустин подчеркнул, что слаженная работа правительства и депутатов всегда важна, но в условиях столь интенсивного давления извне важна вдвойне. Мы все обеспокоены происходящим в мире. Я считаю санкции вообще варварские, которые объявлены. Я насчитал 5500 санкций. Еще ни против ни одной страны, ни одного народа не употреблялись такие санкции. Более того, санкции направлены на уничтожение не только нашей экономики, но и русского мира. В условиях беспрецедентных санкций, которые стали частью гибридной войны против России, вопросам импортозамещения правительство уделяет особое внимание. Сейчас 20 миллиардов выделили, они пойдут на расширение программы льготного кредитования именно импортозамещающих производств. Приоритетом что станет? Конечно, это проекты, которые обеспечивают в первую очередь формирование собственной компонентной базы. Мы делали 30 типов самолетов, ни в одном самолете не было ни одного иностранного болта.
не говоря узлов и прочее. Нам надо возродить эти лучшие традиции. Страна в 11 часовых поясов не может зависеть от чужих болтов, моторов и узлов. Сейчас запущена программа льготного кредитования промышленных предприятий, сказал Мишустин. На нее выделено 40 миллиардов рублей. Продолжаем работу, которая поможет российским производителям нарастить выпуск товаров для насыщения, в первую очередь, внутреннего рынка. Среди таких мер это льготный лизинг, это субсидирование скидок при реализации специализированной техники. По машиностроению более 6,5 миллиардов рублей выделено на льготный лизинг. Лидер партии «Справедливая Россия за правду» говорил о противодействии санкциям не только в области экономики, но и культуры. Месяц идет травля, самая настоящая травля и преследование наших выдающихся деятелей культуры, таких как Анна Нетребко, Валерий Гергиев. Идет уничтожение. И в этот сложный момент вопросы единения нации, вопросы культурной политики становятся как никогда очень острыми и очень значимыми. Правительство в целом и министр культуры в частности работают над этим вопросом, заверил Мишустин. Поверьте, что с совместными усилиями ищем решение возникающих проблем, в частности, ищем равноценную замену контрактам с всемирно известными оркестрами. Уверяю вас, что любой деятель культуры, пострадавший за свои убеждения, не просто вправе, а должен рассчитывать на полную поддержку как правительства Российской Федерации, так и министра. Эти встречи прошли в преддверии ежегодного отчета правительства перед Госдумой. Доклад запланирован на 7 апреля. Анатолий Лазарев, Ольга Герсименко, Илья Журавлев. Первый канал. В Подмосковье проходит масштабная модернизация военных городков. Их в регионе более 60, а живет там 500 000 человек. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев. Сейчас особенно важно позаботиться о людях, которые выполняют свой долг, и их семьях. Глава региона сегодня побывал в Кубинке, там дислоцирована 45-я бригада специального назначения. Воробьев посмотрел, как идет строительство детского сада. Его планируют сдать раньше срока, этой осенью. Всего же в Московской области обновили уже 500 военных городков, и программа будет продолжена. Все планы в военных городках начинаются с ЖКХ. Чаще всего это тепломагистрали, это водоснабжение. Все, что связано с ЖКХ, мы вместе с Министерством обороны приводим в порядок. Но это самый большой запрос. В Кубинке жены офицеров, сами офицеры 45-й легендарной бригады и других подразделений очень просили современный детский сад. Долгое время военные городки не модернизировались. Сейчас мы приняли большую программу, сейчас это 5 лет назад. И каждому военному городку уделяем внимание. И благоустройству общественных пространств, и социальным объектам. Стараемся обеспечить заметные перемены. Также в Кубинке Андрей Воробьев пообщался с женами военнослужащих, которые сейчас принимают участие в спецоперации по защите жителей Донбасса. На этом все. Следите за временем и оставайтесь в курсе событий. А сейчас в эфире Первого канала продолжение фильма «Янычар».